Всем привет, с вами Дэн, и у нас здесь, как мне кажется, супер горячая новиночка от Proxima. Давайте этот кейс открываем, смотрим, что у нас внутри. Так, значит, отвертка есть, часы есть, что еще есть? Еще есть инструкция и гарантийная карта. Это в сторону. Мешочек мы распаковываем. Разматываем. Внутри, собственно, разработочка от Proxima, она... О, красотюлечка-то какая. Блин, офигенная. Ну вообще. Так, все, пленки снимаю и продолжаем. Да, я на самом деле очень ждал эту модель. Она ко мне достаточно долго шла. Как я увидел у них на страничке в AliExpress. Потом мне еще прислали их в чате в нашем. Обязательно подписывайтесь на наш чат в Telegram. Ссылку оставлю в описании к ролику. Ну, все больше на самом деле Proxima и такие бренды, как San Martin, уходят в собственные дизайны. И поскольку марки уже раскрутились, деньги заработали, поэтому могут себе позволить уже и привлекать каких-то дизайнеров и делать что-то интересное. И вот это как раз одна из таких моделей. И мне нравится это их корпус, который уже появился в некоторых других моделях у Proxima. Здесь тонкий такой профиль, он как будто бы невесомый. Корпус именно в стиле 60-х годов, когда есть задняя крышка, нижняя часть корпуса уходит вниз, как бы сужается, а верхняя она уже расширяется только там, где уже соприкасается с безелем. Безель, опять же, винтажный, посмотрите какой. Купольное сапфировое стекло. Вот эта боковая грань, верхняя точнее грань безеля, она немножечко скошена, она идет как бы кверху, и вот так в целом, да, вот они скошены именно в сторону, эти часы. Как будто бы приплюснутая такая тарелка НЛО. Круто, здорово, и все это создает как раз и невесомость часов, и винтажный такой дизайн, и плюс еще, смотрите, интересный момент, внутренняя разметка минутная, она тоже скошена, и получается вот эти все часы, вот это перекликается, что везде у нас скошенные поверхности. Каких-то перпендикулярных здесь нет нигде. Здорово сделали. Прям сразу вот смотришь и понимаешь, что вот над этими часами все-таки поработали, и это классно. Ну, конечно, здесь сочетание зеркальной полировки, сочетание вот этих вот граней, потому что у нас одна грань, потом здесь немножко зеркальная, потом сатинирование, снизу еще одна грань, потом задняя крышка идет. Браслет здесь Oyster стиля, кстати, у него есть система быстрой замены, это прям хороший плюс, потому что, мне кажется, эти часы должны заиграть именно на ремешке, какой-нибудь можно подобрать черный, матовый, может быть, ремень с какой-нибудь белой прострочкой, с оранжевой прострочкой. Вот здесь такие часы будут магнит для ремней. А на браслете они немножко теряются, может быть, это самая выразительность и их дизайн. Но я, конечно же, рекомендую в базе брать на браслете, а дальше решите сами. К тому же у большинства есть, собственно, свои ремешки всегда в комплекте. Точнее, не в комплекте, ну, в пользовании. Мы посмотрим сейчас, какой размер у браслета, но давайте сразу по характеристикам. Значит, референс у этой модели Proxima PX1703, и это новинка октября 2023 года. Ну, я уже, наверное, много раз говорил, что, на мой взгляд, это один из двух лучших микробрендов на AliExpress, которые есть. Без всяких скидосов, купонов, распродаж 11 числа стоят эти часы 25 тысяч рублей на AliExpress. То есть это где-то $230, если смотреть на текущий курс на Али. И я думаю, что с учетом дизайна, характеристик и качества Proxima это вполне себе недорого. Сталь 316L по браслету и по корпусу. Внутри стоит механизм PT5000. Это клон, собственно, Яташки. Либо можно поставить Селиту SW200, но, по сути дела, вы берете либо азиатский клон, это же самый Селита, либо саму Селиту. Я обычно рекомендую не заморачиваться, хотя, опять же, смотрите сами. Если у вас нет какого-то там адекватного мастера на примете, который сможет обслужить в случае необходимости PT5000, то можно и на Селите, наверное, присмотреть. Я задавал вопрос про Селиту Андрею Бабанину. Посмотрите, обязательно на канале есть ролик с его комментариями. Он считает, что механизм окей. Значит, водозащита здесь 200 метров, сапфир с внутренним антибликом, швейцарская суперлюминова BGW9.
эмалевый циферблат. Ну, слушайте, ну мы уже привыкли, что Proxima дает эмалевый циферблат. Безель с сапфировой вставкой. Матовые красивые стрелки. Сзади заводная крышка завинчивается. И есть тут Manta Ray, да, Manta Scat, на задней крышке гравировочка. Ну, собственно, вот за 230 баксов что мы получаем в часах. И посмотрите, что, например, нам предлагают наши японские или швейцарские друзья за 230 долларов. Там будет погремушка-браслет, там будет какая-нибудь алюминиевая вставка, там будет 0 водозащиты, безель, может быть, вообще крутиться не будет, но зато будет написано там какой-нибудь известный бренд, который все равно будет сделан в Китае. И вот мне интересно, знаете, те, кто хейтит китайские часы, китайские бренды, говорят, что лучше взять там то-то. А вы слепой тест сделайте, вот если бренд залепите, вот вы просто положите 2 часов, а потом ответьте на этот вопрос. Но я никуда не настаиваю, я ни на что не настаиваю. Да что. Так, поехали. По размерам давайте 39,4, высота с учетом купольного стекла 11,8. О, а без стекла интересно, сколько получается-то? Ха-ха-ха, 9,9, вот это неплохо. Вот это неплохо. 20 по браслету, ну и 45 от ушка до ушка. В общем, часы не крупные, не крупные. На моем запястье 18,5 в обхвате. Они такие вообще невесомые. Очень удобный корпус. Он прям проваливается как бы на запястье. И они вообще плоские. Они прям реально плоские. Это вот то, что нужно, особенно зимой. Да? Браслет удобный. В общем, здесь все аккуратно, все хорошо. Ну, собственно. В запасе где-то сантиметров 6-7, наверное, на любую запястье они сядут. Но часы небольшие, поэтому на небольшое запястье, либо на среднее в самый раз. И что еще хотел сказать, значит, застежка здесь с подстройкой, да, можно подстроить. Но есть еще и короткие звенья, поэтому, в принципе, можете под себя подогнать. Они также пишут, что, значит, они по умолчанию не завинчивают прям намертво эти винты на браслете, поэтому обратите внимание обязательно. И если что, потом, ну, чтобы было удобнее их отвинчивать, они так вот пишут, по крайней мере, в описании этих часов на AliExpress, поэтому, в общем, подкрутите, здесь благо отвертка в комплекте имеется. Ну и что касается веса, 134 грамм, это, в принципе-то, и немного. Давайте по сапфирчику сейчас быстренько чекнем. Сапфирчик имеется. Ну вот, значит, безель здесь сапфировое, стекло сапфировое, внутренняя часть скошенная, матовый такой здесь циферблат, эмальерный, холодный эмаль, естественно, как Сейка делает. Симпатичные стрелки, такие крупные, хорошо читаемые, и накладные метки, которые тоже матовые, но суперлюминовые. И оранжевые, черные акценты. Такие яркие, знаете, солнечные. С другой стороны, я бы даже сказал, какой-то есть в них зимний такой оттенок, потому что, ну вот такая немножко, может быть, холодные, да, такие белые. Как раз на зиму то, что нужно. Окошко даты белое, поэтому у меня оно даже особо не раздражает. Не знаю, как вас. В общем, корпус тоненький, сатинирование, по браслету тоже здесь сатинирование, боковая часть сатинирования. Сложный корпус, симпатичный, он уже встречался у Proxima, и он, конечно, мне очень и очень нравится. И по безелю. Хороший хват, безель нигде не режет, ничего не мешает, то есть при повседневной носке будет очень даже удобно. Здесь все сделано, конечно же, идеально. Что скажу по итогам? Я впечатлен, мне понравилась эта Proxima. Наверное, на данный момент это лучшая Proxima, которая вышла в 2023 году. Она просто реально шикарно сделана в плане качества, по характеристикам и по дизайну. Мне очень эта модель зашла. Знаете, она вот уже, что называется, взрослая. Вот реально здесь все сделано по-взрослому, без каких-либо скидок. И при этом мы все равно эти часы получаем по ценам AliExpress. Если бы эти часы делал какой-нибудь микробренд, они бы стоили долларов 500. Я вот в этом просто-таки уверен. Пишите, как вам эти часы, какая Proxima у вас есть в комплекте. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.